Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня вашему вниманию битва двух представителей бюджетных серий студийных мониторов. Это JBL 305P MK2 и Yamaha HS5. Поехали! Первое, с чего хотелось бы начать, это то, что нас потихонечку зрители начинают донимать вопросом, почему мы до сих пор работаем на Ямахах, которые уже чуть ли не хуже микролабов звучат. Друзья, все познается в сравнении. Плюс, этот момент лишний раз доказывает, что слуховой аппарат можно приучить к любой акустике и заставить мозг понимать ее и в итоге извлекать нужный результат. Вот примерно так. Теперь второе. До недавнего времени эти мониторы имели практически одинаковую стоимость – около 15 тысяч рублей за колонку. Но на сегодняшний момент Harman резко уронил цену на некоторые свои продукты, и в том числе на 305-е JBL. О причинах такого поведения компании-продавца можно только догадываться, но вряд ли это кому-то будет интересно. Гораздо интереснее то, что теперь их ценник составляет чуть более 10 тысяч рублей за единицу. Что ж, самое время покупать. А вообще, что касается покупки, то могу вас немного познакомить со статистикой продаж нашей компании за первое полугодие очень нелегкого 2020 года. На первом месте Yamaha HS5. Да, друзья, кто бы как ни отзывался об этих мониторах, они по-прежнему остаются самыми популярными. Далее по списку это KRK RP5 четвертого поколения. Но бренд раскрученный и тем более новое поколение. Покупает их народ. Следующими в рейтинге продаж очень неожиданно засветились Presonus Eris A5 XT. Казалось бы, кто мог подумать, но их популярность за последнее время прям заметно взлетела. И даже потянула за собой более старую версию Eris 5. И вот если сложить продажи Eris 5 и Eris E5 XT, то они легко обгонят лидера нашего списка. А интерес к этой акустике действительно растет, и подтверждением тому куча писем даже лично мне с вопросами именно об этой акустике. На самом деле интерес вполне оправдан, мониторы действительно хороши. Дальше. Adam T5V. Понятно, что невысокое место в рейтинге продаж скорее всего обусловлено стоимостью чуть повыше предыдущих, хотя Адамы абсолютно конкурентоспособны. И завершают топ-пятерку мониторы M-Audio BX5D3. Тут все оставим без комментариев. А где же наши JBL? А они у нас заняли почетную 7-ю строчку. Но, друзья, не будем делать никаких выводов, поскольку тут еще надо учитывать то, что не всегда все есть в наличии, и это обязательно может отражаться в том числе и на рейтинге продаж. И давайте согласимся, что этот рейтинг не может быть показателем качества, это все субъективно, это лишь статистика. Но довольно лирики. Давайте вернемся к нашим главным действующим лицам, сравним все возможные и данные в описаниях параметры и, естественно, послушаем их по привычной уже для всех схеме. Итак, и те, и другие активные двухполосные. Динамики в дюймах 5,1 у Yamaha, 5,1 у оппонента. Частотный диапазон Yamaha 54-30 тысяч Гц, JBL 43-24 тысячи. Кроссовер Yamaha 2 кГц, JBL 1,7 кГц. Выходная мощность усилителей Yamaha 70 Вт, JBL 80 Вт. Уровень звукового давления Yamaha. Но не пишут заразы нигде, а выдумывать нам не хочется. JBL 94 дБ непрерывный, 108 пиковый. Коммутация в обоих случаях балансный XLR TRS, фазоинверторы у обоих сзади, возможность подстроить высокие частоты и ослабить низкие также есть и у одних, и у других. Материалы, из которых сделаны эти колонки, MDF, размеры 285, 170, 222 мм Yamaha и 293, 185, 231 мм JBL. Ну и, наконец, вес колонок 5,3 кг Индонезия, 4,73 Китай.
И еще раз о цене на сегодняшний момент. HS5 стоит почти 15 тысяч рублей, 305P чуть больше десятки. Все, друзья, время послушать музыку и дать оценку нашим сегодняшним соревнующимся. Что у нас в итоге? Yamaha – звук ровный и откровенно линейный, JBL – более острый верх и насыщенный плотный низ. Нельзя сказать, что какие-то лучше, какие-то хуже. Правильно будет заметить, что эти мониторы будут хороши каждый в каком-то определенном стиле музыки. К примеру, дабстеп лучше прослушается на JBL-ах, классика, рок и джаз на Ямахах. Отсюда и надо отталкиваться, чтобы делать свой выбор.
И на этом будем с вами прощаться. Пишите о своих впечатлениях. Особенно интересно будет послушать владельцев и одних, и вторых мониторов, чем довольны, что радует, что не очень. Так что ждем вас на поле для комментариев. Друзья, спасибо, что вы с нами, и до новых встреч. Балансный XLR и -S. Почему -S? Я на том же месте я делаю затык. Коммутация. Не останавливай. TRS. 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 Ну почему TRS?